Битва кланов. Украин против Катубодья. Погнали, расскажу, как это было. Музычку! Это была одна из самых сложных битв, в которой я принимал участие за последнее время. В этот раз рандом нас не пожалел, и нам соперники по битве кланов попался невероятно сильный французский клан Катубодья. У них почти 5 звезд, 4,5. Ребята всегда наклепанные, ребята всегда очень сильно воюют на Т8. Очень часто приходят к нам на башнях, в мини-асгардах, в большом асгарде и так далее. Поэтому с ними достаточно сложно было воевать. Целых 2 дня мы упарывались почти по всем полкам. Слава богу, успешно победили 6-1. Начнем по порядку по полочкам. По месту силы, конечно же, они начали перебивать нам МС-ку, мы начали перебивать им. В итоге перебивали, и в итоге решили просто договориться миром, поскольку и им надо клепаться, и нам надо клепаться. Здесь мы разошлись равенством. Дальше в сражениях мы сражались 2 дня сражались на дефицитах. И у них первая башня и вторая башня, и у нас первая и вторая башня. На союзках у нас цита и первая башня, у них я, честно говоря, не помню. Можно глянуть, но, по-моему, у них тоже есть и башня ворона. Поэтому приходилось час дефить свою цитадельку, потом второй час запускали они свою циту, и мы били их. Но, к сожалению, мы не перебили их по убийству вражеских воинов в нападении, поскольку они умудрились еще одного нашего спалить. Возможно, не совсем выгодно себе в плюс, но один замок они наш подловили все-таки. Но во всех остальных полках, сражениях, убийствах и убийствах при обороне мы забрали. В обучении здесь были качели на протяжении целого БК. То они наклепаются, то мы наклепаемся. То они наклепаются, то мы наклепаемся. Также и по духам и с захватами. Здесь невероятно была бойня. Сначала мы вышли вперед почти в 2-3 раза. Потом на следующий день они в 10 аккаунтов начали вырезать весь наш гос из захватов, и духов, и копать. И потом уберы обновляются, они снова бьют, обновляются, выкапывают, бьют. Потом мы начали то же самое делать. Ну и по могучке здесь, конечно же, мы их обогнали. Спасибо некоторым людям, у которых есть хорошие твинчики, которые помогли затащить эту битву кланов. Ну и здесь они нас уже не смогли перегнать. Ну и увидя, что они проиграли вот эту вот полку, увидя, что на дефе цитадели они, скорее всего, нас не обгонят, они уже, скорее всего, они уже за 2 часа до конца БК все-таки, я думаю, смирились с поражением. Написали спасибо, вы красавчики, вы молодчики. Но это было невероятно потное рубилово. Как вы видите, мы заняли 6-е место. А Катубодья занял 9-е место в рейтинге по битвам кланов. Это было невероятно сложно. Я, конечно же, из-за работы и из-за семейных обстоятельств не очень был активен, скажем так. Я набрал всего лишь навсего там 11,8. Ребята невероятные красавчики, молодчики, тащили все полки, били, копали, дефили. Я не смог побывать активно на дефах. Я не смог сделать для вас стримчики, но сейчас записываю короткий, надеюсь, этот видеоролик по отчету по битве кланов. Это было действительно очень интересно. Все 2 дня были полные непонятки, почему, по каким полкам надо поднажать, по каким полкам мы выиграем, по каким проигрываем. Но это было потно, интересно, и все-таки, слава богу, мы победили. Битвы кланов сейчас очень многие кланы начали играть, поскольку в личках, как вы знаете, как вы видели, в личных дают нам и камни, которые больше негде взять. И двойников шаманов очень крутая штука. И золото, и рунические монеты тоже не потеряли свою актуальность и не потеряют. Поэтому все кланы играют БК абсолютно, и маленькие, и средние, и большие. И там уже все зависит от рандома. Если рандом не пожалел, вам попался довольно-таки очень сильный клан, то, конечно, придется напрягаться и целые 2 дня мониторить все полки, забирать захватов, обучалку, бить, копать, клепать, могучку и многое-многое другое. Конечно же, очень важную роль играет прокачка клана, прокачка количества цитаделей, то есть, точнее сказать, количество башен. Надо уже все-таки напрягаться и ставить 3-ю башню. Таким образом, на дефах, конечно же, с 3-й башни, скорее всего, нас будут выбивать, но, опять же, там больше подкреп, и там, скорее всего, не факт, что там больше дают очей за йотунов, но там йотуны сильнее. Посмотрим. Надо будет напрягаться, ставить еще одну башню, все-таки, чтобы на дефах цитаделей более уверенно себя чувствовать по количеству набранных очей. И увереннее забирать, все-таки за дефциты можно заработать 3-4 полки. 3 при обороне, 4-ю, конечно же, придется забирать в нападении. Поэтому это было невероятно сложно и потно. Слава богу, выиграли, забрали золото, забрали рунические камни.
Это было интересно, это было классно. Спасибо огромное еще раз Коту Боди. Невероятно сильные ребята. Надеюсь, они не сильно разозлятся за поражение. И сегодня на минике нам дадут хоть немножко посидеть, набрать очей. Так что еще раз всем спасибо. Клан Украины, как всегда, невероятные красавчики. Невероятно большой онлайн и на дефах, и на всем. Я прошу прощения, что я не успеваю. Я обязательно, как только разгребусь со всеми делами, то я обязательно буду играть на все свои 100 и больше возможностей, как в старые добрые. Так что всем, кому интересна эта замечательная игруха, вы знаете, что делать. Подписываемся на просто Play4U, прожимаем все, что прожимается. И надеюсь, скоро будет стримчик. Всем спасибо, всем пока.